Привет, друзья и гости международного канала «Алга Петербург». В студии Саша Карельский, на природе Ваня Червинский. Вань, всем привет. Друзья, всем привет. Саша, у меня тут посадки полным ходом идут. Я думаю, что многие сейчас отправились на даче. Вот. Потому что хорошая погода, майский праздник. Ну и, конечно, прекрасные новости, которые произошли на этой неделе, которые мы с вами, друзья, сегодня обсудим. Слушай, как приятно наконец-то видеть тебя за настоящим делом. А у нас, между прочим, в Санкт-Петербурге проходит празднование Дня города. Разумеется, большинство празднеств были урезаны, но сегодня вечером должен быть концерт, какое-то шоу, кадр, с которого я обещаю показать в новости. Ты знаешь, так приятно, что в конце мая столько знаменательных дат. Вот, и День города, День Санкт-Петербурга, и день рождения Димаша Канатовича. Действительно, празднования прошли полным ходом, потому что с 24 мая огромное количество новостей об этом событии, причем писали все, и различные издания, и на крупных телеканалах Казахстана показывали шоу, выступления артистов. В общем, действительно, подошли к этому событию максимально ответственно. И нам с тобой, как блогерам, конечно, интересно узнать, какие же подарочки были вручены Димашу, потому что мы также в WhatsApp получали большое количество видео радостных диерс, которые видели, как их подарки распаковывали в доме Димаша. Все эти записи можно будет посмотреть в нашем канале Telegram, поэтому, друзья, переходите туда, ссылка будет в описании. Ну, а я тебя, Саша, хотел спросить, какое тебе больше всех запомнилось поздравление? Вань, конечно же, письмо от президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева. А мне понравилось поздравление от наших друзей из Башкортостана, от фан-клуба Башкортостан Диерс, и они поднялись на высоту 1500 метров на воздушном шаре. Вот это да. Классное видео, такое очень красивое, очень веселое. Вань, мне кажется, наши Диерс зародились экстремальными видами развлечения от Димаша. Да. Димаш любит и подняться на высоту, и резко оттуда спуститься. Я также предлагаю и обсудить тогда высокие ноты Виктории Токаревой, которая блестяще исполнила песню в день рождения Димаша «Я скучаю по тебе». Мы помним, как состоялась презентация этой песни в Москве, и вот сейчас, опять-таки, большое количество блогеров, а самое главное, юных блогеров и вокалисток начинают исполнять эти песни. А самое главное, она не просто исполнила, а сняла целый клип, поэтому я рекомендую прям обязательно посмотреть эту работу по ссылке, которую мы оставим под этим видео. Переходите, смотрите, подписывайтесь на ее канал. Я скучаю по тебе. Я, Саша, рад, что Виктория возобновила свою музыкальную карьеру, с чем я ее поздравляю. И, в свою очередь, хочу передать привет в Италию нашему другу Фабио Казали, который тоже приготовил музыкальное поздравление. Мне кажется, что Димаш же, он король вокала, и то, что его все поздравляют вот таким способом, мне кажется, это очень символично. Да, действительно, чем больше песен Димаша будут исполнять во всем мире, тем быстрее наступит в нем гармония. И надо отдать должное, что действительно песни Димаша поют во всем мире, потому что я видел также классный подарок от индонезийских диерс, которые также исполнили песни Димаша Кудайбергена. А мы знаем, что у нас уже с тобой много друзей в Индонезии, поэтому, пользуясь случаем, хочу передать привет Ремар Калисти, который сейчас блестяще делает свою карьеру в своей родной стране. Да, я думаю, что индонезийцы нас запомнили по нашему появлению в эфире индонезийского шоу Indonesian Idol, как мы там блеснули. И я, кстати, знаешь, Саш, хочу еще сказать про перуанский вариант песни «Дайди Дау», который тоже появился накануне дня рождения Димаша. И вот, если знаешь, раньше у нас были такие перуанские оркестры, которые выступали на улице, такую перуанскую музыку. И они исполнили свою версию на песню «Дайди Дау». Это, конечно, мне кажется, что супер такое исполнение. И я знаю, что она очень важна для всех латиноамериканцев. И, кстати, раз уж мы завели тему о латиноамериканцах, надо сказать, что в конце нашей сегодняшней беседы
у нас будет сюрприз от Кармен. Она выйдет с нами в эфир и расскажет последние новости из Латинской Америки. Твой корреспондент Латинской Америки — это круто, Вань, это уже уровень. Друзья, кто не знает испанский язык, вы можете использовать субтитры, они всегда доступны к нашим беседам. А я хочу немножечко вернуться вновь к Индонезии. Почему? Потому что у меня следующая новость будет об этом. Дело в том, что когда мы с тобой были на индонезийском телевидении, удивительно, но нас запомнили как казахов, выступающих на этом шоу. Это символично, потому что совсем недавно гостем посольства Индонезии в Нур-Султане стал сам Димаш Кудайберген. Посол вручил Димашу серебряные изделия ручной работы из Джакарты, а также передал несколько подарков, присланных фанатами из Индонезии ко дню рождения певца. Димаш был очень тронут добрыми пожеланиями и подарками, оставленными его поклонниками, и выразил надежду, что в скором времени сможет посетить Индонезию, когда пандемия закончится. Это крутая новость, я думаю, что индонезийцы будут рады. Кстати, вот ты напомнил о том, что нас запомнили как казахов. А ты знаешь, да, что сейчас, я цитирую одного известного московского блогера, что для того, чтобы быть шикарным, достаточно просто быть казахом или притвориться им. То, что нас запомнили как казахов, я думаю, что это комплимент. Да, Ваня, это большой комплимент, поэтому сегодня вечером предлагаю приготовить козы. Саш, и также я думаю, что будет круто, если одеть шапаны и прогуляться по центру Петербурга, отметиться на праздновании Дня города. Ну, правда, тебе придется, кажется, это в одиночестве делать, потому что я вот буду здесь находиться. Недалеко, кстати, от шалаша Ленина. Вань, с удовольствием обязательно сделаю это, тем более ты сам знаешь, что Астана и Санкт-Петербург — это города-братья. Да, Астана, Нур-Султан, ты имеешь в виду? Точно. Чтобы все поняли. Будем корректными. Саш, давай тогда перейдем к еще одной новости, очень интересной. Это новость о том, какие книги любит почитать Димаш в свободное время. Я знаю, что ты сегодня запустил утром передачу об этом на нашем канале. Вот. И я бы хотел еще раз пару слов сказать об этом. Дело в том, что я отметил для себя то, что Димашу нравится «Властелин колец». Да. Это же фэнтези. Да, это фэнтези, и вот его цитата «В «Властелине колец» я бы отметил одного из сильнейших, на мой взгляд, персонажа Арагорна. Он живое воплощение силы воли человека. Саш, а я вот хотел спросить, а ты на кого бы хотел быть похож, и вот если Димаш Арагорн? Я бы хотел быть Фродо, но у меня нет таких густых волос, Вань. Да. А я бы хотел быть тогда Гэндальфом. Маг, который сначала был серым, потом стал белым. Я надеюсь, что под Новый год твои желания Хотя нет, стой, я только что передумал. Там был еще персонаж, еще круче. Там было такое огромное дерево. Там было такое огромное дерево, которое долго-долго шло спокойно. Вот, и несло, кстати, эльфов, хоббитов у себя на плечах, на руках. Слушай, кажется, действительно у тебя на даче очень свежий воздух. Завершая вообще тему поздравлений и подарков, хочу задать вопрос нашим друзьям. Может быть, они тоже слышали о каких-то уникальных, удивительных подарках, которые преподнесли Дирс и другие личности Димашу Кудайбергену. Напишите нам об этом в комментариях, нам будет очень интересно об этом узнать. А я хочу еще рассказать про один подарок, который я услышал в новой серии спецпроекта Димаш Шоу под названием «Рассвет». Дело в том, что там прозвучала новость для всех поклонников творчества Димаша о том, что в данный момент идет работа над клипом на композицию «Жизнь быстротечна», которая, если ты помнишь, впервые мы ее услышали на Димаш Digital Show. Только мы успели подарить все подарки Димашу, Димаш вновь готовит подарок уже для всех нас. Саша, а теперь давай в завершение нашей сегодняшней передачи передадим слово нашей подруге из Латинской Америки, Кармен. И я надеюсь, что она всех наших зрителей порадует новостями из Латинской Америки о том, как живут Дирс, как встретили день рождения Димаша, ну и многое другое. Прекрасная идея. Кармен, в студию. Hola, Vani y Sasha, muchas gracias por la invitación. Hola, Diyars alrededor del mundo. Mi nombre es Carmen, soy de Chile y les voy a acompañar con un breve resumen de lo que ha sido
esta maravillosa semana para el mundo Diers, particularmente desde Latinoamérica en relación a Dimash. Y bien, comenzar destacando el increíble trabajo realizado por el grupo Dimash Diers en Bolivia. Creo que todos hemos visto este Dimash móvil paseándose por todo el centro de la ciudad de La Paz, promoviendo a Dimash de una manera tan maravillosa, a través de imágenes, a través de su voz, a través de información, haciendo que toda la gente en la ciudad lo conociera y tomara quizás un teléfono y se preguntara quién es este Dimash Kudaibergen, paseando incluso frente a la Casa de Gobierno. Felicidades al grupo Dimash Diers en Bolivia por esta increíble iniciativa. Bien, destacar también a Perú, que estuvo apoyando ni más ni menos que a los Diers de China en el juego Idol is Coming. Felicidades a los Diers peruanos quienes nos compartían que fue muy grato para ellos este desafío, este es un verdadero desafío de participar en este juego, puesto que estaba la barrera del idioma. Se ayudaron con un guía, jefe de cabeza, por así decirlo, de cada grupo, un líder, que les iba explicando cómo el juego iba cambiando, cuáles eran los nuevos desafíos, y Google el traductor de Google, que también es una gran ayuda. Y lo cual da cuenta de que cuando se quiere, se puede. Nada que decir de los comentarios que hacían las Diers chinas, vistos, no puedo decir leídos por los Diers acá de Perú, pero vistos, que fue muy simpático ver esos comentarios apoyando a Dimash. Felicitaciones a los Diers de Perú. Bien, continuar con el grupo, y aquí quiero hacer una mención muy especial, Dimash Kudaibergen We Are One, una agrupación de 17 fan clubs unidos con el único propósito de promover a Dimash en el mundo entero. Bien, el grupo de Dimash Kudaibergen We Are One ha presentado un video realizado por niños que expresan cuáles son sus sueños inspirados por Dimash, que siempre los insta a soñar, a no quedarse en que no se puede. Maravilloso video que van a poder ver días en el enlace que va a quedar en la descripción de este video. Además que ha sido acompañado por la increíble voz de Jonathan Donoso, cantante chileno, aquí entre paréntesis acaba de sacar una versión en español precisamente de Daddy Dao. Felicidades Jonathan por este por esta nueva canción, por esta nueva producción, y felicidades a los Diers de Perú. Bien, no puedo dejar de destacar el trabajo de la era Dimash, Argentina, Chile, México presentes, que presentaron la segunda parte de su maravilloso proyecto Un Corazón Agradecido. Ya habíamos visto cómo este corazón se paseó por 18 países, por los 5 continentes. Pues bien, ahora para el cumpleaños de Dimash se presentó la segunda parte con casi 200 Diers participando, sin diferencia alguna, distintas edades, distintos lugares de origen, pero unidos por un solo propósito. Agradecerle a Dimash, el que nos acompañe en este tiempo tan particular de encierro con su maravillosa voz. Agradecerle que sea quien nos una, un signo de paz y de unión en el mundo entero. Muchas gracias Diers, muchas gracias Vanisasha, y espero verlos esta próxima semana, si Dios quiere. Gracias. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.